Всем привет! Сегодня поделюсь своим мнением о жидких апритурах. Будем говорить о тех, которые у меня есть и которыми я пользовался. Значит, в работе применял апритуры жидкие от компании Finichi, от компании EXI. Пользовался апритурой Autolux и начинал работу с Киндофарбен. У меня есть два образца: Апрета Супер и Апрета Милд. В общем, скажу свое мнение и покажу, как они применяются. Все эти средства, они очень схожи между собой, то есть в основе их вода. Единственное, что отличие, допустим, у EXI, это смесь жидких восков. У Киндофарбен здесь присутствуют и воски, и какие-то еще смолы. Что касается запахов, в принципе, они достаточно приятные, такие приемлемые для использования в домашних условиях. Для чего нужны жидкие апритуры? Лично для меня это средство, которое придает изделию уже более такой завершенный, продаваемый вид. То есть часто задаваем вопрос, дает ли апритура защитные свойства, к примеру, от влаги нашим изделиям. Какое-то кратковременное защитное покрытие, оно есть. То есть апритура создает пленку, которая в свою очередь придает блеск изделию. И кратковременно эта пленка может сдерживать ту же влагу, допустим, воздействие, я не знаю, снежинки упали, еще что-то. Если кратковременно эта капля попала на изделие, мы ее стерли, то с изделием ничего не произойдет, и с покрытием тоже. Жидкие апритуры, они не дают долговременную защиту от влаги, к примеру, какие-то суровые условия, снегопады, и человек ходит с ножнами, покрытыми жидкой апритурой, где-то лежит в снегу, то есть от этого апритура она не защитит, то есть покрытие ее, эта пленка, она повредится. Ножны, кожа впитает воду, возьмется пятнами, и какое-то будет допустим, неравномерное уже покрытие. Чтобы на нашем изделии создать более долговечное покрытие защитное, после нанесения апритуры, после ее высыхания, рекомендуется эту поверхность еще полировать щетками с воском карнауба. Он создаст более устойчивое к повреждениям покрытие, и он более устойчив к влаге, к различным внешним факторам. Но так как воск карнауба очень сложный в нанесении, то есть это нужен специальный станок со щетками, в домашних условиях не получилось его корректно нанести, поэтому зачастую мастера оставляют поверхность, просто нанося одну апритуру. Видел рекомендации, что можно эти апритуры оставлять без какой-то дополнительной обработки, но я же говорю, что это создаст просто блестящую поверхность, более такую продаваемую, но защитных свойств каких-то серьезных эти пленки они не несут. С виду апритуры от Кенды, они немножко темнее, у EXI более светлая, эти более темнее. Запах, как уже сказал, приятный, то есть он не раздражающий, и можно работать в закрытом помещении. Покажу, как наносится, чтобы видео было более полным. Нанесем Апрета Милд. Перед использованием не рекомендуется как-то болтать. Можно немножко перемешать, переколотить, но взбалтывать нельзя, чтобы не образовывались пузырьки. Наносить можно морской губкой или поролоном. В данном случае использую мелкозернистый поролон. Макаем. Апритуры, они достаточно экономичны. То есть такого макания может хватить, в принципе, на все изделие, если оно небольшое. И наносим такими движениями. То
то есть аккуратно. Бывает, появляются пузырьки, но зачастую они появляются, если как-то сильно тереть. Вот. После нанесения даем высохнуть, минут, наверное, 10-15. Какие сложности могут возникнуть при нанесении апритуры? Наверное, в процентах 100 случаев апритура наносится на поверхности большего размера, чем вот этот вот кусочек образца кожи. Что происходит при нанесении? В зависимости от фактуры кожи, там могут быть различные, даже на гладкой коже, различные там бороздки. Вот. Когда проходит губка с апритурой, при взаимодействии там могут возникать пузырьки. Эти пузырьки нужно сразу же протирать и не давать им застыть, потому что они так и останутся, и на изделии это останется, и изделие потеряет товарный вид. Второй момент: нужно быть осторожным с нанесением на больших поверхностях, потому что апритура начинает застывать. Мы еще, к примеру, не покрыли полностью деталь, к примеру, изделия, но вначале уже апритура начинает застывать, потом мы проводим там еще раз губкой, и вот это вот не застывшее покрытие, оно тянется за губкой, получаются какие-то разводы, неравномерности, и это тоже влияет уже на конечный результат, то есть на товарный вид нашего изделия. Вот. И еще такой нюанс: если покрываем изделие апритурой жидкой, то нужно учитывать, чтобы в помещении ничего не было, никакой пыли, никаких ворсинок, там, допустим, волос, ворсинок бахтармы, то есть чтобы в помещении, там, где наносим, или хотя бы на участке, вот, была чистота. Если эти ворсинки попадают на поверхность свежей, не застывшей апритуры, после чего апритура застывает, и уже убрать эти маленькие какие-то дефекты мы не сможем. То есть они тоже останутся на поверхности, а именно снять полностью весь слой апритуры и покрыть заново без последствий уже не получится. То есть у меня был случай, мне нужно было полностью с изделия снять апритуру, потому что в одном месте она там плохо легла и начала отслаиваться. Растворителем не получилось, снимается апритура, там, и краской получаются какие-то разводы. Замачивал я в воде, апритура она частично растворилась, потом я это все щетками сдер, но при этом повредил внешний слой, внешнее покрытие кожи. То есть вылезли различные дефекты, которые были скрыты до этого. Апритуры, в принципе, любого производителя, они дают схожий эффект, то есть они все создают пленку. И пленка это может быть разная по интенсивности блеска. Если посмотреть, то Апрета Супер – это сильный блеск, Апрета Милд – это более умеренный блеск. Но на практике, как оказалось, особой разницы я не заметил. То есть я взял 3 образца. Есть Апрета Милд, Апрета Супер и от Autolux от EXI. На камеру не знаю, будет заметно или нет, но покрытие очень похоже, и что тут блестит, то есть особо разницы я не вижу. Возможно, то же самое Autolux, он в принципе дает схожую картинку. Единственное, что апритура от Autolux, она более подчеркивает фактуру кожи. То есть она не создает такую прям пленку гладкую, да, как лак. То есть она создает пленочку, но при этом еще выделяет фактуру кожи. То есть менее искусственную пленку создает, так скажем. Вот. Возможно, там при нанесении нескольких слоев будет разница, но честно, я не заметил особой разницы между умеренным глянцем и сильным. И к вопросу о том, возможно ли использовать
апритуры жидкие на крастах, и вот еще на Crazy Horse у меня есть кожа, поэтому сразу покажу вам, как выглядит апритура на этих кожах. Вот краст. Эта кожа как бы окрашена, обычно сквозной окрас, но без какого-то лицевого покрытия. То есть наносить можно, апритура делает свое дело, то есть создается пленка. Разницу можно видеть на этих участках. На крастах я бы наносил пару раз, потому что кожа, она без покрытия, хорошо впитывает, из-за этого можно нанести еще слой для того, чтобы эффект был более явным. Что происходит с Crazy Horse? Crazy Horse от апритур она очень сильно темнеет. Вот ее натуральный цвет. И после нанесения получается вот такое вот покрытие. Вполне можно использовать на изделиях, но сама специфика этой кожи Crazy Horse, что по сути ее не нужно обрабатывать. Там ни торцы, ни внешнюю вот, лицевую поверхность, то есть в этом ее особенность. Если мы начинаем ее вот так вот обрабатывать, то уже как бы сам эффект, сама особенность Crazy Horse, она теряется. Вот, можно посмотреть, если ее потом немножко помять, то будет тоже такой интересный эффект pull-up. Вот она осветляется. Но затереть ее не получится. В общем, такое покрытие выходит. Ну, эффект по-своему интересен, то есть для каких-то изделий вполне сгодится. Теперь наглядно покажу, что происходит с покрытием, если на него попадет вода и какое-то время пробудет на коже, на поверхности. Сейчас на все образцы нанесу. Прошло 4 минуты после того, как я вот капнул воды. Смотрите. Это один слой апритуры. Вода просочилась и остались пятнышки. То есть это произошло на всех кожах, кроме этой растишки, потому что, насколько я понял, у нее уже есть какое-то покрытие лицевое, которое не дает проникнуть в воде. Вот как вы видите, здесь никаких пятнышек не возникло. На красте то же самое, вода просочилась и оставила пятнышки. В одном из предыдущих видео я записал, что перешел на кремообразные апритуры. Они мне проще в работе, легче с ними и меньше различных косяков по итогу получаются. Но именно жидкие апритуры я приспособился использовать на вот изнанке кожи, когда заглаживаю на коже растительного дубления бахтерму. Вот, и потом эту поверхность уже покрываю жидкой апритурой. Они лучше на изнанку наносятся, вот, и дают такое приятное покрытие. Если будут появляться еще какие-то вопросы по этой теме, возможно, я что-то не озвучил, задавайте их в комментариях, постараюсь ответить, если буду владеть такой информацией. Также делитесь своим опытом, опытом использования жидких апритур на своих изделиях. Уверен, это будет всем полезно. Ссылки на магазины, которые предоставили эти средства, я оставлю в описании. Если было видео полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.